Здорово, народ! Сегодня в этом видео мы сравним подделку волейбольных кроссовок Asics Skyelite Tokyo FF MT2, купленных на Озон, с оригиналом. А также расскажу, как вернуть их полную стоимость и как я смог недорого купить оригинальные кроссовки. Поехали! Кроссовки я приобрел 24 октября за 4410 рублей на Озон. Получил 28 ноября Почтой России. Пока я их ждал, цена опускалась до 3500 и на Черную пятницу снова поднималась до 4500 рублей. Коробка, как и подобается при доставке Почты России, в идеальном, в кавычках, состоянии. Внутри нас встречают новенькие, палененькие элиты. Первое, что бросается в глаза, это то, что эти кроссовки, как и палочки Twix, производились на разных заводах. Они друг от друга имеют с десяток отличий. Я уже молчу про сравнение с оригиналом. Но погодите расстраиваться, выводы вас удивят. Пробежимся по основным отличиям. Совершенно другая амортизация в сравнении с оригиналом. Ее здесь намного меньше, потому что используемая резина в разы жестче. Следовательно, другая тракция, так как материалы отличаются. На пыльной поверхности сцепление будет хуже, у них даже разный звук топания, так как резина разная. Сами послушайте. Лента Dynarap 0,5 мм на подделке против 1 мм на оригинале. Она здесь нужна для большей устойчивости, поэтому подделка на большие нагрузки точно не рассчитана. Если она порвется, кроссовки без них превратятся в тапочки, без защиты схода вашей стопы наружу при торможении или резкой смене направления. Технология Twist Ras — это пластиковая вставка в подошве, она настолько мягкая, что от легкого надавливания ногтем в ней остаются вмятины. То есть свою функцию, дополнительную амортизацию и помощь при отталкивании она не выполняет. Материалы отличаются по эластичности, на подделке они более эластичны, следовательно меньшая стабильность во время смены направлений. Ну и один из кроссовок мне просто забыли прошить. Из визуальных отличий, не несущих особых проблем при их использовании, можно отнести большое количество клея, причем только на одном из двух кроссовок, много ниток, которые нарушают аэродинамику, а так нельзя, 3 линии на пятке вместо 4, но возможно дело в том, что размеры разные. Разная покраска мидсоли, разная глубина штампов Flight Foam на пятке, но это все вообще не критично. В остальном визуально кроссовки повторяют оригинал. Могу ли я их посоветовать к покупке? Однозначно нет. Но когда это кого останавливало? Детям, познающим азы волейбола, может еще и сойдет. Но вы учтите, что производитель в душе не чает, как это отразится на здоровье пользователя, так как проблемы с позвоночником начинаются со стопы. Это не стопроцентная реплика, повторяющая кроссовки, на разработку которых тратятся десятки тысяч долларов, а то и сотни. Это лишь визуальная копия, которая в теории может полностью повторять оригинал, а может с незначительными изменениями. И если в ваших кроссовках будет наклон стопы хотя бы на несколько градусов, по причине брака или неправильной стельки, это негативно скажется на здоровье коленей в будущем, а также позвоночнике и жизни в целом. И в итоге вопрос, а стоила ли эта экономия своих денег? Не устану говорить, что скупой платит дважды. Ни разу еще не встречал человека, который отыграл бы в подделке хотя бы половину того, что я отыгрываю в оригиналах. Но наверняка сейчас найдутся в комментах 10 человек, которые 5-й год играют в пали, и они все еще живы. И также найдутся 10 человек, у которых оригиналы порвались за первый месяц. Но среднестатистически вы исключение из правил, а не закономерность. И проблема даже больше не в том, что люди покупают паль и думают, что это оригинал, а в том, что после того, как они с пали переходят на оригинал, их мнение о предыдущем бренде очень сильно меняется. Если вы спросите у человека, который уже купил паль и пользуется ей, стоит ли их покупать, то он вероятнее всего ответит: конечно, бери. Потому что мало кто готов признать, что он купил что-то плохое по своей невнимательности или любой другой причине. Я всегда считал, что лучше больше зарабатывать, чем учиться экономить. Но не мне вас учить, как жить, и это канал не об этом. Если хотите чуть больше узнать обо мне, игроках и команде Dream Team, пишите свои вопросы в комментариях. На 20-30 самых интересных я отвечу в своем новогоднем видео. А еще я запустил платный телеграм-канал с разовой оплатой в 500 рублей, в котором будут выходить разные полезные статьи и видео на тему развития прыжка. Кому интересно, подробности есть в моей группе ВК. Так как сейчас нет монетизации на YouTube, это хороший способ поддержать выход нового контента на канале. Данное видео моя собственная инициатива, все ранее сказано это мои личные выводы. Подделка куплена на свои деньги, просто чтобы вам показать, чем она отличается от оригинала. Мне и самому было интересно это узнать. Кроссовки я возвращаю обратно и заодно оставлю продавцу правдивый отзыв о его продукции. Поэтому покупать паль или нет, каждый решит для себя сам. Вполне возможно, я избалованный дорогущими технологиями в кроссовках человек, и поэтому когда переобуваюсь в паль, для меня это все равно, что играть в чешках на асфальте.
В детстве у меня уже были проблемы с пятками, и из-за того, что я очень много прыгал в неправильной обуви, и спустя 15 лет мне до сих пор это аукается. Но играя в современных кроссовках, я об этой проблеме почти не вспоминаю. Как видите, здесь нет рекламы популярных спортивных магазинов, потому что цены в 24 тысячи за Sky Elite 2 это, конечно, перебор при их официальной цене в $130. Но у меня нет к ним никаких претензий. Ценообразование в стране зависит от множества факторов. Я надеюсь, вы это понимаете. Кто хочет, тот всегда найдет. Я уже писал в группе ВК, где и как заказать подешевле. Те же 20-е леброны или 3-й вайноты по ценам ниже российских в 2 раза. Поэтому кому надо, пользуйтесь. Ссылка на ребят в описании под видео. Буквально следующее видео будет об этом. На момент написания сценария они едут ко мне. Пост ВК, как всегда, публикую при получении. Я заказал себе волейбольные товары с Китая, Таиланда, Японии и Америки, чтобы посмотреть, где выгоднее в итоге брать с учетом всех доставок, налогов и так далее. Поэтому мне сейчас периодически приезжают лишние мячи Mikasa V200 и V300W, так как там были обязательные минимальные заказы. Поэтому кому надо, следите за новостями в ВК, я их продаю после получения. Подведем итоги. Отвечая на вопрос, можно ли в них играть, да, люди и босиком играют. Лично я бы себе никогда не купил паль, потому что подделки Nike и Asics меня не впечатлили, и они далеки от оригиналов. Если у вас здоровье за троих и паркеты, на которых вы играете, всегда отполированы до блеска, при условии, что ваш вес менее 80 кг и прыжок не более полуметра, то да, скорее всего вы не заметите никакой разницы от кроссовок за 2000 рублей из Спортмастера. Но как по мне, лучше купить с Китая оригинал, пусть и не топовых моделей, и подождать его пару недель, чем покупать подделку. Вот для примера человек, который целенаправленно покупает подделку. И из опыта скажу, таких людей реально много, кто целенаправленно покупает подделки. Исходя из этого, можно сделать вывод: если вы никогда не играли в оригинальных кроссовках, то может и не стоит начинать. Мне писали десятки людей, думая, что у них оригинал, который быстро порвался. При этом дорого покупали, к слову, 6000 рублей за топовую модель они считали дорого. И они им не понравились. Но когда присылают фото, ты видишь, что это паль, после чего собеседник благополучно съезжает с диалога. Очень часто подделки делают того, что уже кончилось оригиналами на рынке, и переход происходит незаметно. Многим кажется, что это просто скидки, но это продается паль под видом оригиналов. Или, например, как с этими кроссовками. Первые элиты продавались у нас в расцветке Токио, а вторые нет. Их можно было привезти только из-за рубежа. В группе ВК я просил обладателей Asics Sky Elite FF MT2 Tokyo написать мне. И из всех, кто откликнулся, ни у одного не оказалось оригинальных кроссовок вторых элитов в расцветке Токио. А многие об этом даже и не знали. Поэтому на вопрос, а подойдет ли моему ребенку в 14 лет такая обувь, скажу одно. Кто-то в 14 лет становится чемпионом мира, а кто-то первый раз пошел в спортивную секцию. Оценивайте в первую очередь физические данные своего ребенка. Я вам в этом не помощник. В видео максимально подробно изложены все за и против покупки подделки. Но раз на раз не приходится. Кто знает, может через пару лет паль не будет отличаться от оригинала. Но по состоянию на декабрь 2022 года подделки Nike и Asics меня не впечатлили. Выводы делайте сами. Ну и про возврат. Так как многие могут их купить или уже быть в процессе ожидания получения, я решил задуматься над вопросом возврата уплаченных денег за паль. Вернуть их возможно, но это проблематично. Вы должны самостоятельно выслать их в Китай, что, например, в СДЭКе выйдет в 8000 рублей, а на почте в районе 2500, и ждать получения кроссовок продавцом, и только после получения он примет решение о возврате средств. Если же вам удастся доказать, что это подделка, или они действительно будут с браком, как в моем случае, то продавец будет обязан вам вернуть деньги и возместить полную стоимость доставки. Если вы просто хотите вернуть товар, то обратная доставка за ваш счет. Итого вы получаете, что ваши деньги в зависимости от купленной модели, способа возврата и места проживания могут быть заморожены на 2-3 месяца. И еще не факт, что все разрешится в вашу пользу. Конечно, можно выбить скидку 30% с продавца при условии, что вы докажете, что это паль или есть брак. Так как нет смысла ждать возврата кроссовок и выпускать после этого видео, я сделаю так. В описании под видео напишу дату отправки кроссовок на возврат, и после того, как ситуация завершится, допишу, чем все закончилось. Поэтому, если вы видите это видео через пару месяцев после выхода, чем закончилась история с возвратом, можете узнать в описании. А для тех, кто смотрит относительно недавно с момента выхода, подписывайтесь на мою группу ВК, там сделаю пост, как все решится. Просто когда мне задают вопросы, я стараюсь дать максимально развернутый ответ и ответить на вопросы, которые у моего собеседника еще не возникли, чтобы сэкономить и его, и свое время. Вас тысячи, а отвечаю вам всем я один. Поэтому я проверил, в чем отличие, рассказал, стоит ли их покупать и где сейчас можно купить оригиналы максимально дешево.
Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забудьте поставить ему лайк и задать вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в новогоднем видео. С вами был Егор Пупынин. Берегите себя и своих близких. И удачи на спортивной площадке и за ее пределами.